Друзья, всем привет! В этом видео я вам расскажу, как Германия собирается выпроваживать из страны сирийских беженцев. Если вам тема интересна, смотрите это видео до конца, и вы, возможно, для себя что-то новенькое уже и узнаете. Перед тем, как перейти к основной теме, друзья, у меня к вам есть просьба, к тем, кто меня постоянно смотрит. Просьба какого характера? Я перед собой поставил цель в 2025 году достичь 100 тысяч подписчиков. Вот. И те, кто меня смотрит, но еще не подписан, друзья, вам же не сложно с целью поддержки канала просто подписаться и дальше смотреть. Имеется в виду тем, кто меня смотрит и мое творчество нравится. Поэтому у меня к вам убедительная просьба, если вам, конечно же, не сложно и вас это не затруднит, пожалуйста, подпишитесь, я буду вам очень признателен. Итак, из Сирии мы знаем с вами месяц назад примерно прогнали диктатора Асада, так писали европейские средства массовой информации. Сирийцы повыходили на улицы крупных городов Европейского Союза, в том числе и Германии, и праздновали все дружно изгнание Асада. В Германии буквально же на следующий день сразу же Федеральное ведомство по миграции и беженцам заявили о том, что оно перестает, то есть приостанавливает процесс рассмотрения ходатайств сирийских беженцев о предоставлении убежища. Прямо на следующий день. И начали в Германии в публичном пространстве обсуждать, что делать с сирийцами. Оставлять их, выпроваживать и так далее. Через 2 недели после этого события, которое произошло в Сирии, Шольц тогда публично заявил, что он в принципе рад, чтобы интегрированные и сирийские беженцы, которые работают, чтобы они дальше оставались в Германии, то есть нет никаких проблем, но если они еще не совершали при этом никаких преступлений, то есть если есть основания, пожалуйста, оставайтесь. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейза тоже озвучила свои мысли по поводу сирийских беженцев. Уже это произошло в начале 2025 года. Как предусматривает наш закон, Федеральное ведомство по миграции и беженцам пересмотрит и отменит защиту, если людям больше не нужна эта защита в Германии, поскольку ситуация в Сирии стабилизировалась. Также министр озвучила, что по ее мнению есть 3 ключевых и очень важных момента, на которые правительство Германии будет обращать внимание. И сирийцы тоже должны обратить на эти моменты внимание. Что это за моменты? Первое. Тем, кто хорошо интегрировался, работает, выучил немецкий язык и нашел здесь новый дом, следует разрешить остаться в Германии. Это первое требование. Второе. Сирийские беженцы, которые хотят добровольно вернуться из Германии в Сирию, на родину, они могут это сделать, и федеральное правительство это поддержит, то есть окажет им полную помощь, в том числе и финансовую. Почему? Потому что будет расширена, сейчас эта программа уже есть добровольного возвращения, а федеральное правительство будет еще больше расширять эту программу добровольного возвращения. Это второе. И третье, она уверенно сказала, что сирийские беженцы, которые совершили на территории Германии преступления, разные преступления, в том числе и исламистского характера, они будут моментально депортированы назад к себе на родину. Поэтому кто из сирийских беженцев за это все время не сумел получить какие-либо другие основания для того, чтобы проживать в Германии, они просто-напросто вынуждены будут покинуть территорию страны. Украинским беженцам, я уже давно это говорил в своих роликах, очень пристально и внимательно надо следить и наблюдать за тем, как будут происходить события в отношении сирийских беженцев. Почему? Потому что как только в Украине прекратится активная фаза боевых действий, украинцы будут следующие. 100%. Я уверен, что аналогичные решения будут приняты, точно такие же, как будут приняты по сирийцам, точно такие же будут приняты и в отношении украинских беженцев. Украинцев 1 200 000 находится в Германии. Они находятся по временной защите. Временная защита. Я уже тоже записал ролик, в котором я четко разжевал
ссылаясь на нормативные документы, чем отличается защита, например, сирийцев от украинской защиты, чисто в юридическом плане. Вот вы его посмотрите, там он долгий, но вы будете четко все понимать. Совсем другие основания. У сирийцев больше шансов остаться в Германии и получить гражданство, чем у украинских беженцев. И то, видите, какое решение принимается. Сразу прекращается рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, и уже идет речь о том, чтобы их возвращать. Вот такая ситуация. Поэтому украинцы будут следующие. Поэтому кто из украинских беженцев не сможет получить другие основания, которые предусмотрены немецким законодательством для того, чтобы остаться в Германии после окончания временной защиты, те точно так же должны будут покинуть территорию страны. Вот и все. Поэтому не сидите сложа руки, думайте, читайте, узнавайте, интересуйтесь, как перейти на другие параграфы, пока есть еще время. Я думаю, 2025 год еще полностью есть. Я думаю, что активные боевые действия, если и прекратятся, то это будет середина, возможно, 2025 года. Ну, это мое мнение. Опять же, я же не военный эксперт. Вот такая ситуация. Друзья, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.